Приветствую! В этом уроке мы подстроим Surface Constraint. Это такой constraint, который заставляет один объект двигаться по поверхности другого. Давайте создадим сферу. И конус. Этот конус будет двигаться по поверхности сферы. Переместим центр в основание для удобства. И давайте создавать constraint. Извлекаем глобальные трансформы и берем из них три компоненты трансформаций. Масштаб передаем без изменений и записываем все это в глобальные трансформы конуса. Теперь давайте вычислять местоположение объекта. Для этого, естественно, использовать ноду getCloseLocation. Здесь следует сказать о том, что getCloseLocation ищет точку, ближайшую к точке, которая подается в portPosition, но делает это в локальной системе координат конуса. То есть position — это координаты точки в локальной системе координат конуса, и location — это location тоже в локальной системе координат конуса. Так как нам надо найти точку, ближайшую к центру конуса, а он в локальной системе координат конуса имеет нулевые координаты, то в portPosition можно ничего не передавать. Мы просто извлекаем из location point position. И так как это координаты ближайшей точки в локальной системе координат конуса, переводим в глобальную систему координат, умножая этот вектор на матрицу трансформаций. И передаем в translation. Все, теперь конус двигается по поверхности сферы. Давайте теперь сделаем так, чтобы этот конус был повернут всегда перпендикулярно сфере. Для этого извлекаем из location вектор нормали, point normal. И мы могли бы попробовать сделать так же, как раньше, перевести координаты этого вектора в глобальную систему координат и выровнять локальную ось y конуса вдоль этого нормального вектора. Этот constraint будет работать, но нестабильно. Иногда трансформа будет слетать, и чтобы вернуть ей верное значение, надо будет немножко двигать объект. Это не очень удобно, поэтому мы найдем глобальные координаты вот этого нормального вектора, не выходя из локальной системы координат конуса. Для этого будем использовать так называемые направляющие косинусы. На самом деле, так как вектор нормали — это единичный вектор, то его координаты совпадают с косинусами углов между этим вектором и базисными векторами глобальной системы координат. Поэтому нам надо просто найти косинусы этих углов. Для этого надо знать локальные координаты глобальной системы координат. А они записаны в матрице, обратной к матрице трансформации конуса. Поэтому находим матрицу, обратную к матрице трансформаций. Строками в этой матрице, первыми тремя строками, являются как раз координаты глобальных векторов в локальной системе координат конуса. Извлекаем эти векторы с помощью матрицы, преобразующей в трехмерные вектора. Здесь нам нужны только первые три строки, а четвертая, она не имеет сейчас значения. Вот, значит, это нормальный вектор, а первые три вектора — это как раз координаты глобальных базисных векторов в локальной системе координат конуса. Теперь нам надо найти косинусы углов между этими векторами. Но так как все эти векторы единичной длины, то косинус угла между ними — это просто скалярное произведение этих двух векторов. Поэтому вычисляем скалярное произведение вектора нормали с каждым из базисных векторов глобальной системы координат и
формируем трехмерный вектор из этих трех значений. И теперь нам надо выровнять конус так, чтобы его локальная ось y, вот этот вектор будет локальной осью y, был направлен вдоль вот этого найденного вектора с помощью ноды increment rotation with two vectors. Так, rotation, локальный вектор, two вектор, и все записываем в rotation. Все, теперь конус смотрит перпендикулярно поверхности сферы, и если мы его двигаем, то он двигается корректным образом. Давайте создадим ноду. Входными параметрами являются поверхность сферы и локальный вектор. Из всех остальных создаем compound. Этот порт назовем living vector, тот geometry, и назовем surface constraint. Все, наш урок окончен.